Ой, Наташ, подожди. Я здесь. Привет, друзья. Еле успел, бежал. Наташка опередила меня. Вы на канале Картовый Трип, с вами Наташа. И Сергей. И мы в Пизе. Пиза — это город в Италии. Италия. Конечно, вы можете узнать это по вот этому объекту. Падающая Пизанская башня. Да, и мы хотим показать вам не только Пизанскую башню, мы вам хотим показать город за этими супер достопримечательностями. Конечно же, показать и сами достопримечательности, рассказать о нем и какой этот город по настроению. У нас, честно вам скажу, мало времени. Сегодня дождливый день и светового дня мало, поэтому, Наташ, побежали? Бежим. Побежали, друзья, Бежим. Друзья, кто куда? А мы отлеты. В Варшаве пошел снег. Вот. Мы улетаем. Улетаем. Думали, полетим в теплую страну, называемую Италия. А там дожди. Короче, ой, смотрите, как красиво. Такой этот воздушный шар. Вот такой вот аэропорт Шопена. Вот. Наташка уже отогрелась немножко. На транспортный контроль и через час вылет. Чао, какао. Вот. Короче, формулируйте желание четко. Я сказал, что мы летим в Италию, но не сказал, куда именно. Мы должны были лететь в Пизу, определяемся в Риме. Что-то с самолетом случилось, и по техническим причинам нас привезли в Рим. Ну, еще не привезли, да, приземляемся. Вы нас видите? Вот. Устала. Хотим спать. Может, должны были быть в гостинице в это время. Короче, даже сотрудники ВЗР не выходят. Что-то херня какая-то. Все стоят, чекают. Жрать хочется. Спать хочется. Мы еще в автобусе даже не выехали. Неизвестно, когда выйдем. А ехать еще плюс 4 часа. И даже неизвестно, когда выйдем. Они просто развозят руками. И ничего не знают. Никого ничего не спросишь. Сотрудников ФЗРа нет. Никаких ваучеров там уже не предоставлено возможности. Доброе утро, друзья. Вы проснулись, выспались, а мы еще идем до гостиницы в городе Пиза. Пиндюхаем. Время местное 4 часа 35 минут. Короче, ехали мы почти 4 часа на автобусе из Рима до Пизы. Пытались вызвать такси в аэропорту Пизы, а такси нет. Ну, собственно, под дождем полчаса до отеля. В отеле нам совсем ничего осталось побыть. Обсохнуть только, так сказать. Это надо, чтобы ноги высохли, у меня становится видно. Видите наши контуры? Как я выгляжу, смотрите, красавица. Это с тебя не видно. Но я же специально не говорю. Вот именно так вот все фотографироваться пытаются все туристы. Я к чему это говорю? Вообще эта башня, это колокольня. И была построена в 1173 году. Начала уже заваливаться из-за мягкого грунта на 3-м этаже. Но строители подумали, что ничего страшного в этом нет. И будем продолжать строить дальше. И в 1990 по 2000 начали реконструкцию, укреплять эту башню. Вот, и сейчас она уже на 200 лет ее уже укрепили, и она безопасна для туристов. Поэтому можно ходить, и можно и так, и сяк фоткаться, и на косяк, и вот так, и даже, как даже хотите. залезать. Да, как хотите, вон она, красавица. Люди наверху, смотря, как они поднимаются, там есть... То есть это не было... Там же вход, это Доротяно-смотровая башня. Пойдем посмотрим. А помните, в каком мультике вот эта вот башня снималась? Не снималась. Ну в каком мультике? Ну скажите, пожалуйста. В каком мультике? Слушай, там новогодний. что-то... Падал прошлогодний снег. прошлогодний снег, да. да. Там вот эта башня была.
Мы на площади чудес, и здесь на самом деле все максимально компактно. Мы отходим от наклонной башни, идем вдоль стены кладбища Кампо-Санто, справа кладбище, где хоронили самых уважаемых людей города, слева собор, символ могущества Пизы, а впереди уже появляется следующая точка – Баптистерий. Баптистерий – это самый большой, он вообще самый большой в Италии, круглый, массивный, спокойный, и его часто воспринимают как дополнение к башне, но на самом деле он не менее важен. Ведь именно здесь начиналась жизнь каждого пизанца, через крещение. И если прислушаться, внутри баптистерия такая акустика, что один голос превращается в хор. Высота баптистерия около 55 метров, и у него двойной купол, внутренний полусферический и внешний пирамидальный. Строительство началось еще в 1152 году, а завершилось в XIV веке с добавлением готических элементов, и вершину этого всего венчает бронзовая статуя Иоанна Крестителя. Да, этот баптистерий самый большой в Италии, и у него восьмиугольная купель внутри 1246 года. Теперь разворачиваемся на 180 градусов, и перед нами парам-папам дома. Дома был построен в то время, когда Пиза была богатым и дерзким морским городом. И этот собор не молитва, а громогласное заявление о силе, деньгах и уверенности в себе. И если смотреть на него не как турист, а как на часть города, становится понятно. Пиза всегда была больше, чем просто город с кривой башней. Кстати, если вы проголодались, то за баптистерием слева от него находится рынок и Макдональдс. Короче, на рынке здесь делать нечего. Одно барахло. Мы уходим из площади чудес и возвращаемся в настоящую Пизу, там, где Пиза не как открытка, а Пиза как город. Эта церковь называется Санта-Мария делла Спина. Из-за частого наводнения реки в 19 веке ее полностью разобрали по камням прям. Потом каждый камень пронумеровали и собрали как лего. Давай зайдем внутрь, посмотрим, что у нас внутри. Друзья, сегодня Рождество, и получается украшена церковь такой композицией. Очень необычная, полосатая. Потолок очень интересный. Такие окна, смотрите, прикольные какие. Я не знаю, если тут ярмарки не в рождественские дни, просто мы приехали прямо в самое Рождество, и тут на каждой маленькой площади, наверное, на каждой маленькой площади ярмарки. Видишь, смотри, камушки с именами. Я когда в начальных классах училась, у нас учительница поехала на море. Для нас это было, нифига себе. И она привезла нам камушки, и мы вот каждый рисовали что-то. Я, по-моему, Буратино нарисовала. Ну, а здесь за 10 евро камушек, пожалуйста. А нет, 4 евро один камушек, 3 за 10. Писа Гарибальди. Да, это площадь Гарибальди, соответственно, как я и предполагал, то и есть Гарибальди.
Смотрите, какая красота. Из дерева сделана. Как будто в храме в каком-то находишься. Ну так, а ну просто на улице, на площади. Нет у тебя ощущения, Наташа, что как будто ты в какую-то сказку попадаешь, что эти колокола и... Я не в сказку попадаю, я что-то сейчас маму твою вспомнила. Чего? Пользуясь случаем, хочу передать Людмиле Михайловне привет. Ты знаешь, что Галилео Галилей, в котором мы ходили все в школе, Так, он здесь родился. Вот именно в Пизе. так. Да. Это отсылка к физике? Почему Людмила Михайловна, почему мама твоя? Потому что Сережина мама, она всю жизнь проработала учителем физики. Очень хороший учитель. Вот. И она бы сейчас мне, наверное, 5 поставила, сказала: Наташа, ты молодец. Садись 5. Садись 5. Да, о, смотри, Наташ, что это за красавица такая? Слушайте, вот тут идешь, иногда смотришь под ноги, потому что красота, а потом глаза поднимаешь наверх, а там, ух ты ж. Закрыто. Ну и запах. Запах такой, да, необычный. Как будто А, я да, когда лаборантом работала, нас работали там и так далее. Вот как будто я в аудиторию зашла. мгм. Смотрите, какие композиции рождественские. Красиво. Красиво, да. Гляньте, как классно. Это из папье-маше. Ну да, Слушай, ну очень красиво. Тут кто это все делал вообще. это в церкви, да, вот стоит. Восхитительно. Смотрите. Прям миниатюры библейские. Офигеть. Я тоже, если бы мы жили в Италии, я поняла бы, чем бы я занималась. Я бы вот этой вот штуковиной занималась. Я тоже так все это люблю. А смотри, какая древность, Наташа. Ага. Офигеть. Вообще офигеть. Не трогай руками. Нет, ну я только мякушку. Смотри, ребят, смотрите, вообще какая продуманность, какая красота. Возвращаемся обратно на улицу. А тут прям шум, гам, да? Прям совсем другой мир. Мгм. Ой. Дошли до площади. Наташа, это кто же это? Галилео Это Галилео Галилей. Да, это его памятник, его скульптура. С землей в руке стоит и с подзорной трубой в другой руке. Ну его не только по физике-то проходит, его же еще в астрономию. Астрономия, да. Астрономия, ну в истории тоже о нем говорят. Сейчас просто предметы астрономии же нет в школе. Мандаринчики растут. пожалуйста. Мандаринчики, да. Вот Вон, дерево. смотри, там Так дальше. и вот на дереве, да, мандарины. И вон там мандариновые деревья. Но они невкусные, это мы сразу говорим, я уже попробовала.
Наташка сорвала с дерева. Нет, ну это мы где-то были тоже. Помнишь, я сорвала с дерева, они такие эти. Да, мы в Испании были. Ага. Ну, короче, они невкусные. Смотри, идет-то как. Вот так прогуливаясь по Пизе, дождливой Пизе декабря Рождества 25 года, мы дошли до одной из жемчужин Пизы, Пьяцца дель Кавальери. Кавальери. Смотрите, какая красавица площадь. Что удивительно, она не пешеходная. Пожалуйста, Ой, тут смотри, какой тут интересный там движение человечек. автомобилей. Да. На самом верху сидит, наблюдает за всей этой суетой. А, памятник. Тут он же памятник, кто его посадит? Этого посадили. Ты представляешь, когда здесь солнце светит, как здесь классно. Какой солнцепёк, да? Рядом с ним. Нет, как все это играет красками, Ну вот это да, все. конечно. Ну, смотри, тут даже фрески еще. Фрески остались, да, вот на стенах. Смотри, название магазинчика София. Прям как название нашего недавнего выпуска. Ребята, посмотрите, пожалуйста. На фасады домов здесь можно смотреть бесконечно. Бесконечно. Они настолько все разнообразные, нет повторяющихся. Вот идешь, я говорю, голова задрана вверх. Все время то вправо, то влево. Все настолько интересно. Чао. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Очень красиво, смотри, небо голубое над этим зданием. Кирпичного цвета. Дворик прикольный.
Класс. Мы только кота увидели, мы такие: «А, глянь, какой кот! Смотрите, какой котяра красивый. Иди сюда. Боже, а какой у него ошейник. Здоровый такой, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Так этот, как его? Майкун. Майкун. Эй, итальянец. Итальянский майкун. Итальянец. Здоровяк. Вышел погулять. Ну, солнышко выглянуло. Да. Ой, классно. Смотри, какая красота. Боже. Какой рыцарь. Да. Помните, как в первой части выпуска мы пришли на площадь Кавалера и было пасмурно, дождливо? Я говорю, представьте, как вот здесь летом, вот точнее, как здесь солнечно. И вот, гуляя, мы опять наткнулись на эту площадь, и здесь солнечно. Ура, ура, ура! Нам повезло увидеть эту красоту при солнце, ну и вам тоже. Пиза — это не только башня и вот все, что вы видели до этого. Это еще и университетский город с почти тысячелетней историей. Университет Пизы появился здесь еще в XI веке, и с тех пор город живет в ритме студентов. Да, на 100 тысяч населения здесь очень-очень много студентов. И чтобы это почувствовать, не нужно идти в музей, достаточно просто зайти во двор университета, куда мы сейчас с вами и идем. Смотрите, какой дворик университет. Университет, где учился Галилео Галилей. — 1343 года. Представляете? Наташ, как тебе дворик университета 1343 года? А сейчас обращусь снова к маме Сережи. Людмила Михайловна, вот именно здесь учился Галилео Галилей. Это университет 1343 года. Вот какие у меня познания. Мне 5 По физике. по физике. Никогда ее не имела. Это голуби принесли, они явно сюда Вот что прилетели. принесли, смотрите куда. Вот окно, дверь, и вот в окно за решетку положили письма.
Сережа, перед чем включить, он вот так вот делает. А я это вырежу. Я смонтирую. Ой. Ну. Друзья, вообще Пиза, это город для таких неспешных прогулок. Можно даже сказать, прогулки, когда бесцельно бродишь, глазеешь на все, получаешь удовольствие, никуда не спешишь. Да? Окошки какие-то невероятные. Ну, вообще все вокруг. Вообще Архитектура такая куда-то вся классная. Вот мы вот сейчас просто шли. Вот мы смотрите, гуляем, какой. да, вот гуляем просто Стена дома. без плана, без... Вот смотрите, ну красота. Прям какой-то балдеж. Везде Да. балдеж. И везде выставлено в кафешках вино. О, кто о чем? А Сара сейчас кидает. А Наташка о вине. Не, ну правильно, это же Италия. Да, у них тут это все нормально, ну. Класс. Ну, очень красивый город. Может быть, зимой вот такое ощущение, потому что мало туристов. И гуляешь свободно. Мало туристов, и вот если когда жарко, ты же от солнца пек, ну от солнца, ты же прям вот прям все, пошли, жарко, там то все, пойдем в тенек. А сейчас вот, конечно, комфортно, очень комфортно. Ну, нам повезло. Вы помните, да, мы начинали выпуск, был дождь. Вчера а был ночью ночь. был ливень. Ночью ливень был, мы когда мы приехали. Утром дождь. А потом как-то распогодилось. Ну, И класс. солнышко, мы даже захватили итальянского солнышка. Да. Мы вам его лучи солнца передаем. И все будет у вас хорошо. Мы вам этого желаем. Прям такой, да, прям вот. Да, как уголок местных настоящее, такой. Да. Вот они мы пришли. Ой, как красиво. Ой, гляньте, как классно. Смотри, там башня. Ну. Зашли в местную пиццерию, хотели пиццы взять. Тут такие очереди. Наверное, не дождемся. Короче, мы постояли минут 5 в очереди. Она вообще не двигалась. Решили, что надо нам двигаться дальше, иначе застрянем надолго. И мы прям вот этот райончик, смотри, как Ой, вообще какая с ума сойти. лампа От была. древности с ума сойти. Офигеть. Вообще райончик такой попали. Он в стороне от туристических троп. Очень кайфовый. Вон там вот туристическая тропа, а в стороне уже нет. Buongiorno. How Класс. much? О, Мы сейчас с вами гуляли в районе улицы Борго-Стретто и перейдем сейчас, получается, через мост. Мост называется Понте-ди-Меццо. Перейдем через реку Арно и попадем в другую часть Пизы. И это торговая улица. Улица называется Корсо Италия. На ней много-много всяких брендовых магазинчиков. И по ней мы немножко прогуляемся и покажем вам, что из себя представляет именно эта часть Пизы. Ну а с самого мостика вы видите, какая открывается шикарная панорама на набережной, эти разноцветные дома, интересная архитектура и справа, и слева, и сама река. Очень красиво, место очень красивое, нам очень понравилась именно вот эта точка. Да, и ну вот куда без галерей, которые присутствуют в этой части Италии.
И посмотрите наш выпуск уже из Болонии, там этих галерей будет море всяких разных красивых. Город не раскрывается сразу, он раскрывается после того, когда по нему гуляешь. И самое интересное происходит потом, когда просто гуляете без плана, без каких-то галочек. И в такой момент Пиза перестала быть тем самым городом с башней, а стала обычным живым местом, где хочется посидеть, посмеяться и немного задержаться. Вот за это мы и любим путешествия, не за открытки, а за такие моменты и эмоции. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и до встречи в новом городе, в новой стране. Чао!